Друзья, всем доброе утро! С вами Макс, вы на канале Широко Шагая. Сейчас я нахожусь в самом сердце Москвы, а именно на 3 вокзалах между Ярославским и Ленинградским. Да, я считаю, именно это и есть сердце Москвы, города бурного, города торгового. Именно отсюда у многих людей начался путь восхождения к, не американской, российской мечте. Я сюда приехал, чтобы встретить своего друга Кирилла. Буквально через 5 минут он уже прибывает из Твери на Ласточке. Сейчас раннее утро, погода шикарная. Еще ночью был дождь, но сейчас уже распогодилось. И это нам сулит очень хорошее начало путешествия. Потому что я его встречаю, мы чего-нибудь перекусим в дорогу и выезжаем прямо в Сыктывкар. Да? Сегодня начинается экспедиция по 3 узкоколейкам Коми, по оставшимся 3. Дело в том, что из 2 соседствующих узкоколеек, Югодьяк и Смолянка, осталась только Смолянка. Ну, там до Югодьяка рукой подать, доедем, посмотрим на руины. Но фактически дороги осталось 3. До Сыктывкара езды всего 1300. Честно говоря, как-то при слове Сыктывкар кажется, что это далеко, что это какой-то север, там какие-то шаманы и медведи. Ну так, грубо говоря. Естественно, коми язык и все вытекающее. Нет, оказывается, это намного ближе, чем казалось впервой. Сегодня хотим доехать минимум до Кирова. Так что присаживайтесь поудобнее. Пока ждем Кирилла, успейте подписаться на канал, поставить лайк этому видео. Ну а мы идем. Не, друзья, он нас всех переиграл. Говорит, иди к турникетам, а сам уже у фонтана. Блогеры, ёпта. Доброе утро. Здорово. Ну да, как и обещал, вещей немного. Правильно, что это в багажник не стали вешать. Ладно, берем и пойдем. Первый день, как всегда, жируем, кушаем в столовой на выезде из Нижнего Новгорода. В самом Нижнем как-то не нашли, да и там такой трафик, все-таки город-миллионник, не до поиска столовок. А здесь мы ехали на трассе. Вкусная еда, суп настоящий, даже косточки есть. Решили глянуть прогноз погоды, потому что что-то как-то свежо. В итоге там плюс 5, плюс 6 по Кирову, а по Сыктывкару стало то же самое. Плюс обещают и дожди, и мокрый снег, и до плюс 3 тепла. Назад пути нет. Ребята, я сначала проехал мимо, но мы даже развернулись ради того, чтобы посмотреть на это чудище. Вот это настоящий Мэд Макс. Охренеть. Из трактора сделали вот такой каток. Увидели, как везут паровоз. Не смогли не свернуть с трассы, догоняем. Везут 9П 201.
есть два варианта: через Котельнич и через Советск добраться до Кирова. Мы изначально хотели через Котельнич, но увидели паровоз, он через Советск. Ну, значит, поедем через Советск. По рации спросили у ребят, говорят, да, надо через Советск, дорожка нормальная. Ну и навигатор говорит, почти на час быстрее. Там мы будем в 10:30 вечера. Из Москвы мы выехали во сколько? Часиков 8:39? Да, 8:30 где-то. Ну вот где-то 8:30 выехали с Москвы. По-моему, неплохой результат. Here I am in prison. Here I am, the ball and chain. Yeah, I'm a shivering dama-doo-dama-da. Wax for my daddy-o. Wax for my daddy-o. Всем доброе утро. Доехали к 11, сил что-то записывать, что-то рассказывать уже просто не было. Кирилл пошел в хостел. Как тебе, кстати, хостел? Офигенный хостел, кстати. Если будете в Кирове, дом родной, прям рекомендую. Дом родной. 450 рублей. И вы в Хапре. Ну, а я, как водится, здесь на диванчике, в спальничке. Погода говнище, говнистая. Дождь, меньше 10 градусов. Но мы не унываем. Сейчас закинемся бутиками, попьем кофе и двинем дальше. Сегодня у нас большие планы. В Мураши, посмотреть, что здесь творится, посмотреть на станцию, а тут вон техника на грани фантастики, 2Т10М, пассажирские, грузовые, движуха идет. Оказывается, здесь есть памятник муравью, и сейчас мы его пойдем искать. Детскую площадку неплохо сделали. Пианино играют, ребят поют. Автобусная остановка. Кстати, весьма колоритная, сруб, дерево. Косилось, правда. И такой дворик. Кстати, вполне уютно. А вот это вот, я так понял, индивидуальные уличные туалеты с замочками и вертушочками. Зачем вертушок при наличии замка, не совсем понятно. Обама не пройдет. И такая северная тема уже. Тротуар из досок. Какой кот! Привет. Можно тебя погладить? Ребят, вообще интересная тема. Мы увидели, когда пожарные все-таки работают. Особенно пожарный поезд. Что-то там парни шланг размотали. Тушилы, что ли? В масках. А была сирена. Слушайте, а здесь как бы пожара не было реально. Нет, судя по всему, реально было какое-то возгорание или затопление. Ехали и заметили лютую хреновину. Оказывается, это у здания администрации. Во какой! Надпись на радиаторе ХТЗ. Ну это что-то годов 30-х, 20-х, наверное.
передние колеса с таким ободом стягивающим и задние. Безумный Макс преследует нас. Еще одно интересное наблюдение. Казалось бы, Мураши, маленький городок, такой немножко ебеневый. А посмотрите, сколько его жителей погибли в Великую Отечественную. Список-то огромный. Вот такая вот станция, такой центр города Мураши. Так что заряжаемся удачей и едем дальше. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her. Доехали до станции Кобра, собственно, Кобринской узкоколейки. Станция огромная, предприятие работает, кормит весь поселок. Длина дороги около 80 километров. Проехать мы даже и не надеемся, но хотя бы посмотреть станцию, сцепы, вагоны, тепловозы. На это рассчитывать можно. Предприятие, повторюсь, рабочее, так что, думаю, будет интересно. Вот узколейки, они богаты интересной техникой а-ля Безумный Макс. Ну, сами посмотрите. Платформу поставили спиленную из тепловоза кабину, стоит дизель-генератор, и все это сделано для того, чтобы работала сварочная и газорезка. Разломанные сцепы, лески, рамы. И да, мы узнали у местных, что здесь вполне реально проехать на Пионерке. Единственное, на самой станции, вот на этой станции Кобра, есть камеры наблюдения. И чисто теоретически мы можем напороться, на чопов. Мы сейчас тут по-быстренькому проедем и поедем в сторону Сыктывкара. Там есть место, где эту трассу пересекает автомобильная дорога. Местные ребята нам подсказали, что там можно спокойно оставить машину, сгрузить Пионерку и проехать хоть по всей магистрали. Учитывая, что у нас в запасе есть один день, мы себе можем это позволить. Погода, солнышко, облачка, достаточно тепло, поэтому не будем терять времени. Навесочками. Буржуечка, пока топишь, идет тепло. И койки. Уже холодильник стоит. Позитивчик. Самый натуральный вагон-бытовка. Даже с крыльцом. Так за нами следят чопы. Уже дошли почти до конца станции. Нашли 2 снегоочистителя. Классно. Вы посмотрите на эту атмосферу. Ржавое железо, потемневшее дерево. И вот они стоят. 2 таких снежных лунохода. Что внутри? Класс. Прям Наутилус.
в наличии механизм. В принципе, такой же механизм вот этого нижнего ножа мы с вами уже видели на прошлой нашей узкоколейке в поселке Красава. Вид, конечно, отсюда даже печки нету. Зато есть орудие труда. Немного необычно, что главный магистральный путь здесь не прямой и второстепенные пути по бокам, а он является одним из боковых путей этой станции. А на главном пути стоят как раз те два снегоочистителя. Странное решение, признаться. Последние метры горловины, и магистраль уходит на 80 километров в глубину кировских лесов. Мы туда проедем где-то на середину на автомобиле и продолжим на дрезине. А провожает поезда, ну, видимо, дежурный по станции, дежурный вот этой горловины. А что у нас тут внутри? Да, вполне себе. Когда это все работало на полную катушку, здесь, наверное, можно было прийти, попить чайку. Смотрите, прям чайничек есть. Ложки какие-то, ампулы, розетки. Ой, еще даже вот такая вот совсем старая розеточка. Самый свежий календарик за 2013 год. Естественно, печка-буржуйка. Так что, если встряли, сюда можно зайти, закрыть дверь, растопить. И вот такой вот воздушный диван приютит вас. Даже дровник есть прям рядом. И еще кое-что осталось. Ну а мы поедем дальше. Через канавку перекинут мостик. Ох уж эти северные тропинки из дерева. Как она играет. Главное не провалиться. Красота. Здесь, братцы, перегруз на широкую колею. Там вагоны стоят. Тут платформа. Там посмотрите, сколько леса. И все это перевезено по этой узкоколейке, по Кобринской. Совершенно неожиданно из-за поворота появилась эта стела. Братцы, мы добрались до республики Коми. Ура! На другой стороне дороги идет такой стрёмный мостик в место для отдыха. Там можно посидеть, перекусить. Очень атмосферно. Рядом же с нами медведь, сова и вот такая вот въездная стелочка. Коми-край. Коми-зыряне и коми-пермяки. Про два народа. Можно целую историю прочитать. Ставьте на паузу, кому интересно. Тотемы хранителей здешних земель. Здесь можно зайти и присесть. Ух, как добротно! Вот это да! На домике дежурного по переезду камера наверху, а сам домик обшит деревянными реечками. Посмотрите, прям на северный манер. И лавка. Хибара заперта, мы туда не попадем. Можно на лавку присесть, полюбоваться. А здесь целое хозяйство. Два туалета.
Вон дверь. Ну-ка. Заперта изнутри. Это склад. Ну, а это, соответственно, уборная. Поленница, дрова. Да, только наколоть. Столбик. Что здесь? А здесь что-то типа ГСМа. Правда, уже пустое. Поэтому и не заперто. Сама дорога у нас начинается в той стороне. Там Кобра. Ну а туда еще на почти 40 километров пути тянутся до, видимо, лесозаготовительной базы. Туда мы с вами сейчас и поедем. Несмотря на жуткие прогнозы погоды, нам пока очень везет. Целый день мы попадаем в солнышко, переменную облачность, достаточно тепло, но мы с вами поедем вдаль, в лес. Там будет холодно, там будет скорость, поэтому одеваемся максимально утепленно и защищенно. На футболку теплый свитер, сверху будет шарф, флисовка и большой черный плащ-дождевик, непродуваемый. Что касается ножек, на штаны надел рабочие штаны, а на рабочие штаны штанишки от дождевика, также непродуваемые. Ноги в теплых берцах. Поэтому мы готовы. Осталось подготовить дрезину. Собрали вещи, дождевики, инструмент, куча провизии. Ой, там такие вкусные пирожки. Ну и здесь салфетки для рук, вкусняшка и телефон. Телефон с зарядкой для того, чтобы писать GPS-трек. Да, канистру бензина пополнили, она у нас полная, так что хватит нам, ох, как надолго. Все, сейчас она сама туда отъедет, ставим на пути и в бой. Тарам! И наша дрезина на месте. Прямо на узкоколейке Кобра. Включил геотрекер. Вот мы здесь и будем писать. Все, запись пошла. По итогу получим изображение, сколько мы прошли, где это на карте и какая статистика по скорости и расстоянию. Все-таки велокомпьютер может врать. Первые метры по Кобринской. Едем в обратную сторону. Там какая-то лесобаза. Хотим посмотреть. Стыки в разбежку. Звук офигенный. Вот так, ребят, лес и вычистили. Ну что, поехали? Бытовка на волокушах. Цепляется к трактору и все. Как самки. Вон стволов сколько. Туда пошел УЗ для погрузки, но видно, им давно не пользуются. Так же, как и этим для отстоя. Это узкоколейная дорога. Это первая лесовозная узкоколейка, которую я посетил. Здесь добывают и по ней возят лес на леспромхоз, где уже обрабатывают древесину, обрабатывают стволы и отгружают их дальше либо на лесовозы, либо на вагоны уже ширококолейной железной дороги. Поэтому мы здесь с вами можем увидеть кучу интересных решений, доступных только для лесовозной дороги. Но об этом попозже.
здесь уж лучше мы будем смотреть и уступать дорогу. Потому что, видите, ну его нахер. Никого. Вперед в неизвестность! По данным от Сергея Балашенко, поселок со странным названием Безбожник появился в 1920-х годах. Распространенная версия происхождения названия такова. Изначально у 134-го километра железной дороги Вятка-Котлас стоял один единственный дом, где жил какой-то странный человек. Якобы по профессии он был путевым обходчиком. Говорили, что он не верит ни в Бога, ни в черта. Позднее, когда здесь началось строительство лесозаготовительных предприятий, то место, где живет Безбожник, превратилось в крупный поселок. Однако, скорее всего, это лишь красивая легенда. Предположительно, в 1946 году была открыта первая капитальная узкоколейная железная дорога, названная Узюкской. Она начиналась в поселке Безбожник, проходила через поселок Кузюк, далее продолжалась в юго-западном направлении. Наша магистраль В прямо. 60-е годы возник амбициозный план строительства гигантской лесовозной узкоколейной железной дороги. Она должна была соединить поселок Безбожник с лесными массивами, прилегающими к реке Кобра. В перспективе дорога могла бы выйти в Верхнекамский район и стать главной транспортной артерией северо-Кировской области. К сожалению, почти ничего из первоначально существовавших планов реализовано не было. Строительство магистрали прервалось у реки Летка, мост через которую так и не ввели в эксплуатацию. В память о грандиозном проекте главная станция в Безбожнике до сих пор называется Кобра, а магистраль узкой колеи, несмотря на принадлежность к Майскому леспромхозу, именуется только Кобринская узкоколейная железная дорога. Безопасность движения поддерживается на неплохом уровне, во многом благодаря тому, что на дороге работают две диспетчерские. Главная диспетчерская находится на станции Кобра в поселке Безбожник, дополнительная на 46-м километре. Место пересечения с автодорогой Кировцев-Тыкар, именно там, где мы припарковались. В обеих диспетчерских ведутся графики исполненного движения. Все тепловозы оборудованы радиосвязью. И так мы будем ехать очень долго. А кому-то есть чего-то. Прямо по курсу. Да. Тепловоз, что ли, какой? А он не приближается ли? Погоди, посмотри, он не приближается. По-моему, по-моему, ближе становится, не? Да, давай скидывай. Скинули дрезину. Впереди тепловоз. Хорошо увидели, не в кривой. А мужики на станции сказали, движения нет. А-та-та, обманули. Проходят. О, поздороваться надо. Сказали, за ним еще двое. Ух, как это. Нормально так идет, достаточно быстро. Говорит, там еще один.
Нет, не делай этого! Вот эта вещь. Что-то похожее мы с вами могли видеть на выставке «Поехали». Супер. А здесь труба для водоотведения, видимо, от дороги. Трасса на высокой насыпи, что уберегает ее от паводка. И состояние пути хорошее. Когда-то здесь было 5 человек, но они все пропали. Они спешно покинули свое временное обиталище и больше сюда не вернулись. Часто попадаются новые шпалы. Путь ремонтируют, содержат в хорошем состоянии. Вот тоже место после свежего ремонта. А это, видимо, то, что слетело со сцепа. Конечно, такие углы. Каждый раз, когда она начинает захлебываться и двигатель останавливается, особенно где-нибудь в пердях, становится стрёмно. И благо каждый раз это оказывается, что бак высох. Благо у нас огромная канистра. Сейчас заправимся и продолжаем.
Боевые потери. И как они будут это доставать? А будут ли вообще? И как давно они так валяются? А там внизу течет ручей, бежит ручей. И вон сколько древесины. Прикольно. Таким тросом снизу страхуют корпус букса, чтобы когда вагон сходит с рельс, колесная пара не отлетала. И если его не порвет, то это работает. Дышло, соединяющее сцеп, просто порвало, когда сцеп заваливался на бок. Рядом с лежащим сцепом видно торчат шпалы. Похоже, путь отсюда просто туда съехал, и это все дело завалилось. Наверное, просто не стали поднимать. Насыпали путь, сделали насыпь, уложили шпалы новые, рельсы перекинули. И до сих пор так все и функционирует. А это, видимо, брошено и никому не нужно. Хотя, мне кажется, когда-нибудь достанут. Это, в конце концов, просто запчасти. Не знаю, насколько вам видно, но мы сейчас поднимаемся в гору. А это все был огромный овраг. Доехали до ответвления, на которое мы и ушли. Линия пошла прямо. Или линия пошла на бок, а ус пошел прямо. Сейчас попробуем разобраться. В конце концов, здесь стоит платформа, на которой очередная бытовка для рабочих. А на платформе будет пионерка, да, почти? Да. Ну, пойдем посмотрим, что здесь. Шпалы. Ага. А здесь уютно. О, леопард. Мисочка. А у меня дома такая же мисочка, из нее пельмени ем. Да, здесь можно славно завалиться, печку натопить. Печку, по-моему, кстати, топили, она теплая. Ну-ка. Класс. Умывальник, раковина, посудка. И вот такие виды шикарные. Поехали, но это видно новодел, ветка новая. Это похоже ус. Вопрос только, докуда этот ус будет тянуться. Качество пути, вот сами видите. Едем не спеша, едем аккуратно. Кто-то наклоняет. Прикольно. Как американские горки.
столы просто кинуты на землю. Канавки прокопали по бокам. А вот смотрите, прямо она так. О, прям вверх идет. Юпи! Ребят. А он, по-моему, офигенно длинный. На обратном пути обнулим одометр и замерим расстояние до этой стрелки, до этой мини-базы. Я думаю, даже на камеру видно состояние пути. Основная мякотка, конечно же, здесь. Да нет, колея вроде выдержана, нормально. Самое неприятное, что при сходе рельс провалится между шпалами, резина резко остановится, а мы полетим вперед, ломая себе, что повезет. Такие дела. Спуски такие, что несмотря на мощный вариатор, дрезина сама разгоняется. И надо подтормаживать. Интересно, как вообще здесь поезда водят? С ума сойти. У нас есть подозрение, что мы близки к концу. Лес редеет, мощные просветы. Осветление не затронем, вон оно уже закончилось. Да, а может и не близки к концу. Одометр 45, но это суммарный пробег с прошлой узкоколейки. Запомним эту цифру. Когда доедем до конца, сверимся. Это мост. И это мост. Интересно доехать до конца и увидеть, какая же техника колесная или гусеничная здесь ездит. А мы проехали всего плюс 1 километр и 200 метров. Шикарная дорога, братцы.
здесь было небольшое сужение пути в кривой. И вот итог. И мы оба полетели прямо через пульт на путь. Естественно, своей задницей ручку газа я нажал вперед. И слава богу, что дрезина застряла, вот упершись в шпалу. Иначе она бы нас переехала. Поэтому, ребят, призываю вас еще раз. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и наблюдайте за всем этим трешаком, сидя в уютном теплом месте, попивая чаек с какими-нибудь вкусняшками. А вот всю эту жесть оставьте мне. Буквально за кривую заехали. Вон там уж какая-то база. Но стрелка стоит по главному УСУ. Хотя там еще одна стрелка. Может, здесь конечная? Как думаете? Поставьте на паузу, напишите комментарий. Интересно будет почитать, угадали вы или нет. Да, в лесу с дровами проблем нет. ПВшка, похоже, жилая. Ага. Интересно, это не гравитационный или... А, это, наверное, с раковины. Угу. Вагон-столовая. А рядом на платформе какая-то бытовка. Причем, смотрите, антенны есть. Значит, есть и телевидение. Пойдемте посмотрим одним глазом. Брать ничего не будем. Помним, что это все не наше. А мы здесь в гостях. Ага, ну да. Жилая комнатка. Все имитации бруса сделано. Печкой пахнет, ребята, печкой. У кого-нибудь были такие стульчики в школе? Естественно, буржуйка. Класс. А что в ПВшке? Да, действительно, прям столовая. Рукомойник такой номинальный. На растопку березовая кора. Стулья, столы. Смотрите, какая печь мощная. Класс. С двумя конфорками. Кирпичом выложено. А здесь, да, вот, посуду мыть. И отсюда как раз тот шланг и выходит. Все, а? Сарайчик, даже находясь на вагоне, покосился. Да и сам путь находится под углом. Ну-ка. 70-х годов. Может, помните, еще в начале нулевых можно было застать жилые вагоны. Как правило, их красили грубо в зеленый цвет, а вагоны были самые разные. Какие-то бытовки, переделанные из крытых, какие-то двухосные даже вагоны были. Настоящий музей на колесах, в котором проживали люди. Туда был протянут свет, там стояли, так же, как и здесь, такие столбы с антеннами для телевизора. И долгое время люди продолжали в них жить. Сейчас такое встретить уже не так-то просто. Да, не покидает меня уверенность, что мы ходим по жилым бытовкам рабочих. А здесь заперто. Обалдеть.
А это, посмотрите, прям на платформе сарайка. Очень необычно. Да, тут такой как внутренний дворик. Чашечка стоит, тумбочка. У меня в гараже очень похожая тумба есть. Ух ты, смотрите. А это крытый вагон, который переделали под жилую бытовку. Причем хозяева не хотят, чтобы кто-то сюда заходил. Ладно, поедем дальше туда, где наката уже нет от слова совсем, как говорится. Поедем не спеша, потому что этот путь уже не использовался, видимо, очень давно. Походу до сюда только ездили. Ну, крытый жилой переделом. Вообще классно. А погода тем временем шепчет. Просто показать красоту. Светит солнце, а вдали тучи. Сочетание такого темного неба и такой яркой растительности леса. Красиво. Самое крутое на таких линиях, особенно когда уже сходил с рельс, это мост. Который тоже может сойти с рельс. Да-да-да, и славно окунуться в это болотце. А мост у нас еще на таком уклоне находится. Мы сейчас едем на лютый спуск, а там начинается подъем. Наката здесь, после этой базы, нет уже давно. Докуда это все идет, мы не представляем. Но вопрос принципа доехать до конца. Потому что вот это уже могут начинать все разбирать, если не будут использовать. Так что, как обычно, давайте успевать запечатлеть, запомнить. Но пока, кстати, больше ни одного схода не было. Пути все кривые, но сама колея соблюдается. И как-то стрёмно, но едем без сходов, все хорошо. Но едем не больше десятки. Вот все, что больше 10, как-то стрёмно. Вот в таком темпе. Лес, который здесь лежит уже очень давно. Уже встречается нам второе ответвление, второй ус. Весь путь зашит прямо. Вот тут столбик. 145-146. Я так полагаю, это квадраты леса. Это не километраж, конечно же. Ребят, у нас уже время будет гореть после того, как мы покушаем. А кушать хочется. У нас времени на эти усы физически не останется. Так что я надеюсь, вы нам это простите. Но до конца магистрали доедем. Тоже наблюдение. Когда мы подъезжаем, из-под земли начинают из-под воды пузыри идти. А впереди вот такой у нас участок. Очередной разъезд. Очередные мысли. Может, это конечная? Уже 52. Сеть достаточно разветвленная. Шпалы заготовлены. Зашиты стрелки. Едем по ним. Не будем их расшивать, хозяйничать. Там уходит. Сям уходит. Ну, походу, все. Да, этот засыпанный ус давно не используется. И вот этот. Причем, опять же, ну как конец? Ну, сами посмотрите, да, два ствола мощных обвалились, но дорога еще идет дальше. Куда она идет? Ну, скорее всего, там какой-то просвет, там какая-то база была. Поэтому сейчас там поле, где куча всякой вот такой вот
деревянной трухли. Скорее всего. Но сегодня мы с вами уже не раз убеждались, что, казалось бы, очевидный конец является всего лишь скромной промежуточной точкой. И все это идет еще далеко-далеко вдаль. Еще один признак того, что этот путь — это временный ус. Вместо шпалы ствол дерева, и костылями рельс прихерачен прямо к нему. Итак, вся магистраль. Идем и видим вот такой вот пенечек. Вон, посмотрите, вот такой вот он огромный. Представляете, какое дерево было? Вот так пути играют. Магистрали конца и края не видать. Поэтому мы возвращаемся назад через эту красивую солнечную дорогу. Ну, завал. До новых встреч. Мы поехали. Солнце. Кстати, чуть не забыл. Мы мерили, было 45. Ну, считай, 7,5 километров еще до того завала. Ну, задом наперед уже повеселее. Падать будет не так больно. И красота, конечно. После того, как мы свалились, пульт весь дребезжит. Решили на один ус все-таки съездить. Сейчас Кирилл сделает стрелку. Хотя бы один ус. Обратно поедем уже по темну. По темну, по холоду. Хоп. Реверс. Готово. Едем за Кириллом. Потом стрелку вернем обратно. Надеюсь, он не такой длинный. Гейт тут устал, километров на 20 уходит. Ладно, посмотрим. У нас нет задачи проехать его прям полностью. Падать чуть что будет очень больно. Шпалы все в воздухе. Под шпалами подсунуты еще деревяки. Лесовозка. Так. Да не, нормально. Очково, ребят, конечно, максимально. Но хочется посмотреть самим и вам показать делянку. Представляете, сцепы здесь вообще медленнее, чем человек едут. Вон какие углы. Прям очково. Прямой-то еще ладно, более-менее. А вот когда такой мощный угол, жесть. Вдруг рельс разъедется. Деревце подгнило, и костыль выпрыгивает. Все, ширение колеи, падаем внутрь. Вот это атмосфера. Выехали к просвету. Собственно, здесь и была делянка. Здесь добывали лес, его пилили, грузили. Куча веток. Еще одно ответвление. Ребят,
Вы сюда вообще заехали не планово. А по-хорошему сюда надо ехать с бензопилами, желательно большой компанией, на 2 дрезинах, и все эти ответвления исследовать. Потому что вот оно пошло. Сколько оно там будет идти? Километр, метров 500 или километров 20. Да кто его знает? Мы уже накатали от переезда, ну видно явно больше 80 километров здесь узколейка. Так что Википедия не права. Тут реально дорога длиннее и больше. Красота. В такую перц забрались. Проедем еще немного. Если сейчас в обозримом будущем тупика не будет, реально надо разворачиваться. Сейчас уже начинает смеркаться, мы еще даже не поели. А нам до Сыктывкара пилить. Возвращаем стрелку в исходное. Оп. Спасибо тебе, УС. Ты дал нам понимание, что нужна сюда целая экспедиция. Ты дал понимание, что это еще УС. Поехали пить чай. А ведь напоминаю, изначально мы планировали просто пофоткать станцию. И во что это вылилось? По-моему, успех. Вот всегда говорил, когда закат, надо уже подъезжать к месту погрузки. И опять, черт возьми, закат уже скоро начинается. А мы хрен знает где. И пилить там еще бог знает сколько. Кайф. Да, видок совсем не презентабельный. Однако сейчас солнце близится к закату, и тени все больше и больше. А скорость... А мы уже осмелели. Мы едем тут 18-19. Продувает шапку насквозь. Меньше всего сейчас хочется заболеть в самом начале экспедиции. Всего на 2-й день. Кирилл попросил тормознуть, будет фотографировать мост. Кстати, я оставлю ссылку в описании на его статьи. Там будет куча классных фотографий, он это умеет. Так что переходите, подписывайтесь, ему будет приятно. И вы в выигрыше, вам это все очень понравится. Спустился мост заснять, а смотрите. Так, тут не навернуться бы. Бревна какие. Представляете, такую дуру возвести? Так вот, мост. А это мост сделан из платформы. Вон, КР в 96-м году провели. Там даже 8-код остался. 16,5 метров база вагона. Тут я смотрю, такие крепления подозрительно знакомые. Не крепления, а материал покрытия. А это платформа. Просто момент на запомнить. Долго ли, коротко ли, 10 километров прошли, и вот мы на месте. Сделали стрелку, поехали кушать и в сторону буса. Вот это бывшая магистраль. Жаль, что ее разобрали. Вот здесь на земле будем разворачиваться. Проще, и упор для ног есть. Развернули. Вот Кирилл уставший, я тоже. Забавно получилось. Разворачивали за морду. Задняя колесная пара просто вот прочертила и также встала на рельсы. Ладно, меньше слов, больше дела. Уже вон совсем закат. Пора покушать и вперед. А кушать мы с вами будем вот здесь, прямо на природе. Простенько и со вкусом. А кружечку эту я купил на Эльбрусе. Поскольку она нагревается, пришлось намотать бечевку на ручку. Теперь она такая походно-экспедиционная. Вот в каких любенях она побывала. Сейчас, ребят, смотрю на все это. Нямка. Кашка гречневая. Чай.
быстрые углеводы. Там дрезина стоит, ну вообще бог знает где. Товарищ кушает. Такой кайф. Как же я жизнь люблю, друзья. Очень советую тоже выезжать и где-нибудь на природе похрумкать что-нибудь вкусное, приправив горячим чаем. Жизнь заиграет совершенно новыми красками. Мусор, естественно, с собой. Подкрепились, теперь поехали. Ехать надо, с одной стороны, быстро, потому что уже конкретный закат. С другой стороны, шибко торопиться не стоит, потому что сейчас будет все холоднее и холоднее. Ехать на порядка 30 километров. Ну, где-нибудь за часок доберемся. Как ликвидатор в Чернобыле. А я вот так. Маленькая неисправность. Раскрутилась от скорости, от вибраций. Ура! Доехали! Кирюха! Ты как? Отлично. Не замерз? Замерз пиздец. Да ладно, вроде нормально. Спасибо тебе, красавица, что довезла. Без поломок и без приключений. Негативных, конечно же. Натяжка цепей отличная. Больше проблем нет. Двигун крутится. Ну, Кобра, до новых встреч! Едем, смотрим на прицепе что-то. Дай-ка, батюшки, пионерку везут. Откуда-то вот ее забрал. Ну что, путешественники, на этом первая серия подходит к концу. Добрались мы наконец-то до Сыктывкара. Кирилл пошел, как всегда, в хостел, а я, как всегда, перешел назад в салон. Сейчас укладываться, спать. Завтра будет новое путешествие. Подписывайтесь, ставьте лайки, бейте в колокола, будет еще интереснее. Спокойной ночи!